Друзья, всем привет! С вами Александр, вы смотрите «Давай запишем». Сегодня в рамках серии обзоров на наушники у нас потрясающий гость в лице вот этого самого устройства. Знакомимся. Behringer HPM1100. Поехали! Употребив термин «потрясающий», я ни в коем случае не оговорился, поскольку эта модель действительно потрясает своей стоимостью наряду с описанием ее типа. То есть профессиональные универсальные наушники стоимостью 1700 рублей. Ну разве не потрясает? Ладно, не буду язвить, может тут не так все и плохо. Итак, два основных показателя мы всегда берем за основу при выборе подобного оборудования. Это комфорт и само звучание. Конечно, есть еще и третий показатель, который так или иначе вмешивается в наши головы, и, к сожалению, именно он часто является для нас решающим. Это стоимость того или иного. И здесь уже приходится выбирать, или мы экономим и как минимум чего-то недополучаем, или же затягиваем потуже пояса, но имеем то, что нам действительно нужно. В данном же случае говорить о цене, наверное, вообще бессмысленно, поскольку такие деньги вряд ли могут как-то ударять по карману тем людям, которые ставят перед собой хоть какие-то даже невысокие задачи. Поэтому давайте переходить к удобству и звучанию. Значит так, чистый вес наушников в описании не указан, но по ощущениям в руках у меня сейчас что-то такое невесомое. А это прямо указывает на то, что материалы при изготовлении использовались наверняка самые простые и дешевые. Те же амбушюры сделаны из чего-то такого очень тоненького, и вряд ли можно ожидать от них долгого срока службы. Что касается оголовья, то совсем неудобным его не назовешь, но надевая эти наушники, все равно некие неприятные ощущения присутствуют. Все время хочется чего-то поправить. Внутри у них спрятались 40-миллиметровые драйверы, которые обещают нам выдать весь спектр частот и разогнаться до 96 дБ. Ну и то, что сопротивление у них 32 Омма, говорит о том, что на любом оборудовании они будут играть достаточно громко. Это мы скоро услышим. Кабель у них интегрирован в левое ухо, причем на букву L и R. В смысле левый, правый, видимо, не хватило краски, поэтому для новичков и озвучиваю, что это ухо левое. Длина кабеля 2 метра, разъем с переходником и выполнен вот в такой Г-образной форме. Все, друзья, рассказывать больше нечего, давайте будем слушать, что из себя могут представлять наушники, которые стоят 25 зеленых бумажек.
Ну что ж, подытожимся. Вряд ли я смогу найти какие-то слова, которые перекрыли бы сейчас ваши ощущения. И более того, искать я их не буду. Поскольку ощущения у нас с вами, скорее всего, одни и те же. Единственное, что можно сказать про эти наушники, что для музыкальных задач они, мягко говоря, не подойдут. Ну разве что где-то на каких-то репетициях, для какого-то прослушивания, и то, кто его знает. В бытовом плане игрушки, музыка и прочее тоже маловероятно, потому что поймать кайф от процесса попросту не получится. Остается только поговорить с кем-нибудь по какому-нибудь скайпу, что ли. И, кстати, надо еще, чтобы вам повезло и не достался бракованный экземпляр, как это случилось у нас. И вы наверняка на демо обратили внимание на треск в левом ухе. Но, к сожалению, под рукой второй такой единицы не оказалось, и пришлось вам все как есть, так и показывать. И тем не менее, сняли мы показания основных характеристик. Спасибо нашим друзьям из Reference Audio Analyzer. И давайте прямо сейчас на них полюбуемся. Как всегда, первое – это чувствительность. У производителя она 96 дБ, наши коллеги намерили 101,1. Это по отношению к мощности. И эти цифры говорят нам о том, что эти Behringer по громкости будут примерно как и большинство полноразмерных наушников, но может чуть громче. Хотя не всегда оно надо, особенно когда частотное качество остается где-то в нереальных мечтах. Дальше. Сопротивление. По бумажке 32, в реалии 33. Ну, то есть провода с разъемами практически не сопротивляются. И, наконец, что у нас по АЧХ? Картинка сама за себя говорит. Друзья мои, и добавить тут нечего. Одно хочется сказать, что работать надо на хорошем оборудовании. И здесь речь не только о результате. Речь еще и о нашем с вами здоровье. Поверьте, нехорошее оборудование и, в частности, некачественные наушники могут элементарно привести к нехорошим последствиям, типа той же тугоухости. Поэтому прежде чем что-то покупать, давайте хорошенько взвесим все за и против и примем разумное решение. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Ну что ж, подытожимся. Ну, как бы это, будем менять план какой-то или нет? Ну ёпрст. Гош, еще раз давай этот фрагмент.